На пороге стоял подтянутый мужчина средних лет с седой, коротко стриженной бородой, в черной кожаной безрукавке и джинсах. Взгляд серых глаз был приветлив, а на лице отразилось чувство облегчения, будто он нас ждал, и вот, наконец, дождался. Он отступил в сторону, давая нам возможность пройти в квартиру. Анастасия, по всей видимости, бывавшая здесь раньше, уверенно шагнула в глубину уходящего во мрак коридора. Мужчина закрыл дверь. Щелкнул замок, и стало еще темнее. Мы молча последовали за Анастасией, ориентируясь в полутьме на звук ее шагов, или, пожалуй, даже не столько на звук шагов, сколько на шлейф тонкого аромата духов, который волной распространялся за ней, разгоняя и заглушая запахи старого паркета, многолетней пыли и кошек, столь обыкновенные для коммуналок. Внезапно в темный коридор хлынуло море солнечного света. Анастасия открыла дверь в просторную комнату с необыкновенно высоким потолком и огромными окнами. Мы вошли, и хозяин, протянув руку сначала Денису, а потом мне, представился. Админ. И тут же объяснил. Не удивляйтесь, это самое обыкновенное имя, а не подпольная кличка, как вы, наверное, подумали. Мои дальние предки были родом из Индии, а там это имя очень распространено, как здесь, например, Иван. Жестом он предложил нам сесть в кресло, а затем подошел к небольшому столику и стал разливать горячий чай в тонкие фарфоровые чашки, пронизываемые насквозь солнечными лучами. Не оборачиваясь, он произнес: «Здесь вы в безопасности. Эта квартира расположена вне вектора вероятности нашего мира», и, усмехнувшись, добавил: «Как говорится, исключение из правил. События здесь однозначны, и вариации принципиально невозможны. Вектор здесь замкнут сам на себя». Он подошел к нам с подносом и раздал чашки с ароматным чаем. «Я вас слушаю, молодые люди», — обратился он к нам с Денисом, усаживаясь в кресло напротив. «Чем я могу быть вам полезен?» Мы с Денисом переглянулись, и он сказал: «Я думаю, не ошибусь, если предположу, что вы и есть тот человек, который опубликовал в интернете теорию об универсальности законов сетей». Админ утвердительно кивнул. «Меня ваша теория очень заинтересовала», — продолжал Денис. «И, изучив ее, я предпринял некоторые эксперименты. Помедлив, он добавил, довольно успешные. Теперь у меня...» Он осекся и, посмотрев на меня, поправился. «У нас». Из-за этого возникли большие проблемы. «Да, я в курсе последних событий», — откликнулся админ. «Вы действительно натворили дел. Здесь надо было быть осторожнее». Он задумался на мгновение. «Я уже не раз пожалел, что опубликовал свою работу. Ну да видно, теперь уже ничего не поделаешь. Когда-нибудь это все равно должно было случиться». «Вы, конечно, понимаете», — снова заговорил Денис, «нам очень хотелось бы найти выход из создавшегося положения. Мы надеялись, что вы продвинулись в исследованиях дальше, чем описано в работе, и, возможно, сможете нам что-нибудь посоветовать. Именно потому мы и хотели вас разыскать». «К сожалению, у меня нет готового решения», — произнес админ. «Единственное, что я могу вам сейчас предложить, это оставаться здесь, пока мы не найдем способ вам помочь». Мы с Денисом переглянулись. По выражению его лица я понял, что такого поворота событий не ожидал даже он, всего пару часов назад считавший, что ему удалось хакнуть саму жизнь, и предполагавший в самом ближайшем будущем делать это еще более дерзко и масштабно. И после всего этого вдруг оказаться запертыми в чужой квартире на неопределенный срок — это, пожалуй, немногим лучше, чем попасть в тюрьму. «Я очень хорошо понимаю ваше состояние»,
— попытался ободрить нас админ. «Дело не так уж и плохо, как, возможно, вам показалось. Во-первых, как я уже говорил, здесь вам ничего не угрожает. Во-вторых, квартира довольно большая, и у вас будет по отдельной комнате. С продуктами или другими необходимыми вещами проблем тоже никаких. И, наконец, в-третьих, мы сможем спокойно и без помех заняться поисками решения вашей проблемы». Админ подчеркнул слово «вашей», как будто сам он не был вынужден прятаться в этой квартире, а пришел сюда лишь для того, чтобы заняться нашими делами. Это только укрепило мои подозрения в том, что и сам он испытывает подобные затруднения. Денис взглянул на меня и вполне логично заметил. Но ведь Вадик не должен был попасть в поле их зрения. Он даже и теории-то вашей не читал. Ему ведь можно отсюда уйти. Будто ожидая этого вопроса и подготовив ответ заранее, админ тотчас сказал: «Думаю, что и ему нельзя». Он оказался в слишком тесном контакте с нами, активно вмешивался в ход событий, в силу обстоятельств сменил несколько векторов реальности. Уже одного этого вполне достаточно, не говоря о том, что оказаться в этой квартире тоже многого стоит. Нет, определенно ему никак нельзя отсюда выходить. Такое заявление было для меня словно удар молнии. В голове сразу понеслись неутешительные мысли о том, что сегодня вечером я договорился встретиться с родителями и помочь им погрузить в машину вещи для дачи. И если я вдруг не появлюсь, то получится очень неудобно. И потом придется долго объясняться, а этого мне совсем не хотелось. Кроме того, все мои цветы без полива через неделю превратятся в натуральный гербарий, не говоря уже о котее и золотых рыбках в аквариуме, которые без корма и 3 дней не протянут. Кроме того, пойдет под откос множество важных запланированных заранее дел. Чем дольше я об этом думал, тем отчетливее с ужасом понимал: это абсолютно неприемлемо надолго застрять в этой квартире, под каким бы предлогом это ни преподносилось. Взглянув на Дениса, я сразу понял, что его такая перспектива тоже не устраивает. Но он молчал, и я решил пока своего мнения тоже не высказывать. «Ну вот и хорошо», — подвел итог разговору админ, видимо, приняв наше молчание за знак согласия. «Сейчас я покажу вам ваши комнаты, вы отдохнете, а завтра мы подробно обо всем поговорим». «Ах да», — спохватился он, — «совсем забыл об одном очень срочном деле. Вы не будете возражать, если я попрошу Анастасию вместо меня проводить вас?» Анастасия, про которую в течение всего разговора мы ни разу не вспомнили, поднялась с дивана и с готовностью ответила: «Конечно, я с удовольствием провожу мальчиков в их комнаты и квартиру покажу, чтобы они чувствовали себя как дома». «Очень уместная шутка», — подумал я, а вслух сказал: «Да, неплохо бы осмотреться в новом доме, раз уж нам придется здесь жить и работать». Слово «работать» вырвалось у меня непроизвольно. Видно, уж настолько неразрывно связаны слова «жить» и «работать» в моем сознании. Впрочем, так получилось даже лучше. Появился легкий оттенок иронии, так как на самом деле я не имел ни малейшего представления, какую работу мы можем делать, сидя в этой квартире. Пусть знают, что нам все это не кажется слишком серьезным. Мы вышли в темный длинный коридор и, снова следуя в полумраке за ароматом, распространяемым Анастасией, направились к предназначенным нам комнатам. На этот раз мне удалось вспомнить название парфюма, которым пользовалась девушка. Это был «Ангел». Не так давно я покупал такой одной своей знакомой на день рождения. Тогда пришлось перенюхать образцы из дюжины разных флаконов, прежде чем я остановился на этом. Да и продавщица его тоже очень рекомендовала. Аромат действительно был необычным, и удивительно, как я в первый раз его не узнал. Сейчас он приобрел для меня еще и символическое значение.
Анастасия ведь в буквальном смысле была нашим ангелом-спасителем. И парфюм с названием «Ангел» подходил ей как нельзя лучше. Наши комнаты были расположены друг напротив друга. Даже перестукиваться через стенку не получится. Неожиданно для себя подумал я, видимо, подсознательно примеряя на себя роль узника. «Вот, выбирайте, кому какая нравится», — сказала Анастасия, распахивая перед нами двери. Я заглянул в обе по очереди и не увидел никакой разницы. Комнаты были почти одинаковые, как это часто бывает в гостиницах. Кровать, стол, пара стульев, шкаф, телевизор. На стене картина и лампа с тряпичным абажуром. Большие окна с тяжелыми гардинами. «Вот ваши ключи». Анастасия открыла настенный шкафчик и достала оттуда большие железные ключи. Таких мне уже давно не приходилось видеть. Кажется, в далеком детстве дедушка запирал похожим ключом сарай в деревне. «Да от кого нам здесь закрываться?» — удивился Денис. «Если хотите, можете не закрывать, но кроме вас здесь еще несколько человек живут», — отозвалась Анастасия. «И давно живут?» — мрачно поинтересовался я. «Я даже и не знаю», — ответила она. «По крайней мере, несколько месяцев. Когда я сюда первый раз попала, они уже здесь были. Ну, пойдемте покажу вам, где кухня и другие полезные помещения». Мы послушно поплелись за Анастасией. По пути заглянули в просторную ванную и туалет, оборудованные, к моему удивлению, по последнему слову техники. Да, любит админ роскошь, ничего не скажешь. А я-то сначала подумал, что это обыкновенная коммуналка с тараканами и ржавой водой из крана. В довершение всего Анастасия вывела нас на просторную террасу на крыше, где большие ослепительно-белые зонты укрывали шезлонги уютными тенями, а бассейн манил своей бирюзовой глубиной. «Если хотите, можете искупаться. Все, что нужно, вы найдете в шкафу в баре, а вечером здесь будет классная дискотека. Приходите, не пожалеете», — весело прощебетала Анастасия. «Ну, все, мне пора бежать. Надо еще кучу дел переделать. Вечером увидимся». Она выпорхнула с террасы, и мы с Денисом остались одни. «Вот влипли», — произнес он, как только шаги Анастасии стихли. «Да, получилось не совсем по плану», — отозвался я. «Но, может, это и к лучшему». «Ты как думаешь, она сейчас в город поедет?» — спросил Денис. Мне эта мысль тоже пришла в голову. Что-то тут не складывалось. Как же Анастасия может свободно разъезжать по городу и одновременно, как выразился админ, вмешиваться в ход событий, спасая нас от преследования и неоднократно посещать эту квартиру? Подобных действий с моей стороны было достаточно, чтобы оказаться запертым здесь. Почему же на нее эти правила не распространяются? «Наверное, в город», — ответил я. «А куда же еще?» «Ладно, разберемся», — с угрозой пообещал Денис. «Давай и правда, что ли, искупаемся. Я уже с прошлого лета не купался». Бассейн был оснащен по полной программе. Под навесом из прозрачного голубого пластика располагался бар, забитый до отказа съестными припасами и таким разнообразием напитков, которое могло бы вызвать удивление у самого придирчивого гурмана. Мы таковыми не были и решили ограничиться незатейливым коктейлем «Куба Либре», изобретенным когда-то американскими солдатами на Кубе и ставшим популярным среди повстанцев. Смешав одну часть кубинского рома с двумя частями Кока-Колы, добавив пару ломтиков свежего лайма и лед, мы получили напиток, вполне соответствующий создавшейся обстановке. Мы ведь тоже собирались бороться за свободу, но пока не знали, с чего начать.